Привет всем, меня зовут Миша Хор. Я участник сообщества Берлун, это русскоязычное сообщество людей, употребляющих наркотики из города Берлина. В принципе, в Германии довольно неплохо справляется система здравоохранения с эпидемией. При аналогичном примерно количестве заболевших во Франции, Испании, Италии, в Германии смертность на порядок меньше. Это еще раз говорит о том, что система здравоохранения здесь классная. Она, во-первых, она социально ориентирована по-настоящему. Мигранты, безработные, старики, дети, инвалиды. Фактически все имеют медицинскую страховку. Какие меры профилактики были введены в Берлине? Прежде всего, были закрыты те места, где могут собираться люди, которые не имеют жизненно важного значения. То есть, например, это рестораны, большие торговые центры, магазины одежды. Жестких мер карантина нету. Людям не запрещают выходить из дому. Люди могут гулять в парках, они могут выходить. Единственное, к чему призывают, соблюдать меры безопасности. Чем мне нравится вообще Германия, да, здесь с людьми разговаривают как с народом, как со взрослыми, ответственными людьми. И наоборот, то, что я вижу в Беларуси, с народом разговаривают как с подростками. Боятся напугать почему-то, да, что-то не договаривают. Ну, это ненормально. Больницы перешли на работу, в основном на работу с больными с коронавирусом. То лечение, которое может ждать, оно сейчас отложено до лучших времен. К сожалению, лечение наркозависимости тоже попало в список медицинских услуг, которые можно отложить до более лучших времен. То есть, например, лечение абстиненции острой, да, снижение дозировки, заместительной терапии, которая раньше предполагалось проводить в условиях госпитализации, сейчас откладывают или предлагают это делать на дому постепенно. Праксис – это маленькие поликлиники, где принимает врач и где пациента ведут ВИЧ-инфекции, лечение гепатита и выдают заместительную терапию. Начали тоже менять график работы, ну и, кстати, в лучшую сторону они меняют, на мой взгляд. Стараются выдавать на большее количество дней медицинский препарат по возможности. Если человек получал на неделю, сейчас выдают на 2 недели. Еще что хочу сказать, у нас в сообществе есть небольшое, но весомое количество людей, которые живут на улице или у которых нет квартиры постоянного места жительства. Вот их эта эпидемия коснулась и коснулась довольно-таки серьезно. В самом начале была очень тяжелая ситуация, потому что ночлежки, в которых они ночуют, работают там, до 6-7 утра, и потом их отправляют на улицу. А так как все помещения, где бы они могли отдохнуть в это время, закрыты, то есть будь то какие-то специальные сервисы, да, специальные кафе для бездомных, или же просто торговые центры. Вот. И нас это очень волновало, правда, мы искали, как мы можем помочь. Потом, к счастью, Сенат Берлина выкупил гостиницу, и образовалось там, по-моему, 250 мест, и несколько человек наших там разместились, то есть это условия комнаты на 4 человека, с душем, с туалетом внутри оборудованное, трехразовое питание, очень классные условия. Ожидалось, что еще откроется еще 2 таких же места, там по 200, по 300 человек, но пока все подвисло, все в ожидании, и у нас еще есть люди, которые на улице, тем не менее. Сервисные организации, которые занимаются программами снижения вреда, ну, например, Фикспункт, в который мы волонтерим, они перешли на 5-дневный график работы.
То есть до этого мобильные пункты работали 3 дня в неделю. Мы, как Берлун, что мы сейчас делаем, наше сообщество тоже ограничено, конечно, с инструментами, да, мы продолжаем волонтерить в фикс-пункте, помогаем сотовой связью, начали проект «Дневники уличных репортеров». Мы посчитали, что это очень важно, чтобы люди, которые имеют проблемы там, с регистрацией, с пропиской, да, могли рассказать о том, как они живут, и рассказать о своих проблемах, о своей жизни. Дневники наших уличных репортеров вы, кстати, можете посмотреть на нашем инстаграм-канале. Инстаграм-канал называется «Берлун 2017». Наркосцена, на мой взгляд, она существенно не изменилась. То есть дилеры как торговали, так и торгуют. Цены, по-моему, не поднялись. Но единственное только, что власти, да, больше уделяют внимание тому, чтобы в метро не собирались, потому что, как и в любых больших городах, да, очень дилеры часто привязаны к метрополитену, вот, к станции метро, и тут повнимательнее они стараются быть, наверное. Было очень приятно пообщаться со всеми, рассказать о том, что у нас происходит. Нам вообще очень важно ваше внимание на родине, потому что мы себя не считаем оторванными, мы считаем, что мы здесь продолжаем просто то же, что, чем мы занимались дома, да, и это те же люди, наркопотребители, их очень много в Германии, вообще в Европе, наших русскоговорящих людей. Большое спасибо за то, что пригласили меня на эту видеоконференцию. До свидания.